Всем привет! В этом видео я покажу, как приготовить разные блюда с блинами. Первым мы приготовим блины с яблоками. Это очень вкусное блюдо, от которого никто не сможет отказаться. Также в этом видео я покажу, как быстро приготовить блинное тесто. Сначала приготовим тесто для блинов. В стакан блендера наливаем 500 мл молока. Разбиваем 4 яйца. Сюда же добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. Насыпаем 1/4 часть чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара. В самом конце насыпаем 200 грамм муки и сразу же взбиваем до однородности. Последовательность ингредиентов должна быть именно такая, чтобы мука не приклеилась к стенкам чаши блендера. Готовое тесто переливаем в миску и оставляем отдохнуть на 15 минут. Пока отдыхает тесто, приготовим яблочную начинку. 1 кг яблок моем и разрезаем на четвертинки. Яблоки очищаем от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем маленькими кубиками. В сковороду кладем примерно 1 столовую ложку сливочного масла и 4 столовых ложки сахара. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем все подготовленные яблоки. Все перемешиваем. Через некоторое время яблоки пустят сок. Периодически перемешивая, тушим яблоки на небольшом огне, пока не испарится вся жидкость. В самом конце добавляем 1 чайную ложку молотой корицы. Яблоки перемешиваем и снимаем с огня. Жарим блины. Перед первым блином сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. На сковороду выливаем половину теста и равномерно его распределяем по всей поверхности. Когда поджарилась одна сторона, переворачиваем блин на другую сторону. Так готовим все блины. Из этого количества теста на сковороде диаметром 24 см у меня получилось 16 блинов. Начиняем блины. Берем один блинчик и выкладываем на него примерно 1 столовую ложку яблочной начинки. Начинку кладем только на половину блина. Сверху начинку накрываем второй половинкой блина и еще раз складываем вдвое. Так начиняем все блины. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом и выкладываем 4 начиненных блина. Еще больше разных рецептов с блинами смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Блины немного обжариваем с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Когда блинчики поджарились с двух сторон, снимаем их и сразу же подаем на стол. Блинчики с яблоками получились очень вкусными и румяными. Готовятся они несложно и нравятся всем, как взрослым, так и детям. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Вторыми приготовим самые вкусные блины с творогом и изюмом. Нежная творожная начинка с изюмом и ароматный блинчик понравится всем, и детям, и взрослым. Сначала приготовим тесто для блинов. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 1 столовую ложку сахара и пол чайной ложки соли. Все взбиваем миксером до легкой пены. Берем 750 мл теплого молока и наливаем в миску примерно 300 мл. Аккуратно перемешиваем на низких оборотах миксера или венчиком вручную, чтобы жидкое тесто не разбрызгивалось. Сюда же насыпаем 300 грамм муки. Сначала перемешиваем выключенным миксером, чтобы не пылилась мука, а затем включаем и перемешиваем тесто на маленькой скорости до однородности. Наливаем оставшиеся 450 мл теплого молока. Опять перемешиваем. Чтобы блины не прилипали к сковороде, наливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Тесто оставляем на столе отдохнуть на 15-20 минут. Тесто настоялось, жарим блины. Перед первым блином сковороду немного смазываем растительным маслом. Берем примерно половину половника теста и наливаем его в сковороду, распределяя по всей сковороде. Жарим блины на огне немного меньше среднего. Когда блин поджарился с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Так жарим все блины. Из этого количества теста у меня получилось 25 блинов на сковороде диаметром 24 см. Готовим творожную начинку. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами. В чашу измельчителя кладем половину творога, так как за один раз все не помещается.
Разбиваем одно яйцо. Насыпаем половину сахара и добавляем ванильный сахар. Все измельчаем до однородной массы. Точно так же измельчаем вторую часть творога. Обе части творожной начинки перекладываем в миску и все перемешиваем. Всего для начинки понадобится 500 грамм творога, 2 яйца, 4 столовых ложки сахара и 10 грамм ванильного сахара. Начинка готова. Берем один блин и смазываем его приготовленной начинкой. Для одного блина понадобится примерно 1 столовая ложка творожной начинки. Сверху начинку посыпаем изюмом. Блин с начинкой сворачиваем в рулет. Таким методом начиняем все блины. Начиненные блины разрезаем пополам. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В форму выкладываем начиненные половинки блинов рядами. Каждый последующий ряд кладем на предыдущий. Размер моей формы 24 на 32 см. Готовим заливку для блинов. В миску наливаем 200 мл сливок. Разбиваем одно яйцо. И насыпаем 2 столовые ложки сахара. Все перемешиваем венчиком до однородности. Приготовленную заливку выливаем на блины. Я использую сливки 33% жирности, но можно взять и менее жирные. Форму накрываем фольгой. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем примерно 30 минут. Спустя 30 минут снимаем фольгу и печем еще 10 минут, чтобы блины подрумянились. Готовое блюдо достаем из духовки. Сверху по желанию блины посыпаем сахарной пудрой. Блины с творогом и изюмом в духовке получились вкусными, нежными и ароматными. Это блюдо понравится всем своим красивым видом и незабываемым вкусом. Очень рекомендую приготовить такие блины. Третьим приготовим любимое блюдо моих детей – аппетитные шоколадные блины с творогом, кокосом и ароматным малиновым джемом. Готовятся они так же просто, как и обычные блины. Сначала приготовим блины. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 3 чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Все перемешиваем до однородности. Сюда же наливаем примерно 200 мл теплого молока. Опять перемешиваем. В миску просеиваем 150 грамм муки и 20 грамм какао. Для этого теста муку не обязательно просеивать, а вот какао нужно просеивать всегда, так как оно будет крупинками в тесте. Все перемешиваем миксером. В приготовленное тесто наливаем оставшиеся 200 мл теплого молока и перемешиваем. Всего для рецепта понадобится 400 мл молока. В самом конце в тесто добавляем 2 столовые ложки растительного масла, чтобы блины не прилипали к сковороде. Опять перемешиваем. Готовому тесту обязательно даем отдохнуть примерно 15 минут. Тесто отдохнуло, жарим блины. Разогретую сковороду перед первым блином смазываем растительным маслом, дальше сковороду смазывать не нужно. Каждый раз перед тем, как взять блинное тесто, его нужно немного перемешать. Выливаем тесто на сковороду и равномерно его распределяем по всему дну, наклоняя сковороду. Готовим блины на огне чуть меньше среднего. Когда блин приготовится с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Обжариваем еще полминуты и снимаем на тарелку. Таким образом готовим все блины. Если тесто у вас получилось слишком густым, то можно добавить еще немного молока или воды. И наоборот, если тесто жидкое, то нужно добавить еще немного муки. Из этого количества теста у меня получилось 15 блинов. Готовим начинку для блинов. В чашу измельчителя кладем 800 грамм творога и насыпаем 4 столовых ложки сахара. Измельчаем до однородности. Если творог сухой, то нужно добавить 1-2 столовых ложки сметаны. Все измельчаем до однородной массы.
Готовую творожную массу перекладываем в миску. К творогу насыпаем 80 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем. Начинка готова. Начиняем блины. Кладем блин и смазываем его творожно-кокосовой массой. Сверху с одного края блина полоской кладем 1 столовую ложку малинового джема. Сворачиваем блин. Так начиняем все блины. Готовые блины разрезаем пополам. Выкладываем на тарелочку. Сверху блины для красоты можно немного посыпать кокосовой стружкой. Шоколадные блины получились очень вкусными и необычными. Ароматные шоколадные блинчики с нежным кокосово-творожным кремом и приятной кисло-сладкой малиновой начинкой никого не оставят равнодушными. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно.